Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня среда, 22 февраля. Мы снова на рыбалке и находимся мы на Онеге. Приехал, как всегда, я сюда с Вадимом. Ловить мы будем на линию. Я сейчас позавтракал, сейчас потихонечку начну жерлички выставлять. Вадим уже обрыбился, поймал налимчика, может чуть больше кило. У меня пока ниточка. Вот. Приехали мы сюда на 3 дня. Едем в пятницу. Все эти дни будет достаточно сильный мороз. В пятницу только там чуть-чуть потеплее будет. 7-9 градусов. А так, все эти дни очень сильный мороз. Лед достаточно толстый. Сантиметров 35, может чуть побольше. Добрались, кстати, мы сюда с трудом. Очень большое количество торосов. Приходилось объезжать. Очень долго ехали. В Галиши мы приехали в 4. А на месте мы были в начале 7. Пока там собрали все, пока доехали. В 7 часов у меня уже стояла палатка. Печка грела. Печку я в понедельник проверил после, скажем так, поломки. В понедельник я ездил за корюшкой, поймал 73 штучки. Ну, корь такая была достаточно приличная. Вот. Ну, в общем, добрались мы до места лова. Вадим обрыбился, я пока нет. Уже 3 часа. Рыбка клевать отказывается. Вадим поймал вот с утра одного и сейчас небольшого вытащил на крюшиную удочку. На другом месте он стоял рядом со мной, сейчас переехал туда, палатку перетаскивали. И я рядом с ним там поймал налимчика такого с килограммчик. И одна поклевка у меня была здесь в палатке. Я ее, в общем, пролобанил. Стоит у меня 6 жерличек. Доночек, но пусто. Изредка поклевывает корюшка. Приехал еще один рыбак на снегоходе. Говорит, что плохо. Все плохо. Не знаю, переезжать туда к Вадиму или тут остаться. Сейчас посижу, подумаю, посмотрю, как у него будет результат. Может быть, вечером перееду. На улице снимать возможности нету. На улице очень холодно. Руки сразу замерзают, лунки тоже. Пока мы ехали, температура прыгала от 17 до 26 градусов. Минус. Сломал удочку, когда на лиму подсекал. Не выдержала на морозе. Лопнула.
Скотчем перемотал. Пока так. Друзья, бля, ебанул налим, пиздец, не знаю нахуй. Еле-еле идет. Главное, чтоб удочки не спутал. Блять. Опа-па-па-па. Только удочку взял. Бля. Опа. Опа, оп, блять. Руки режет. Вадим! Не слышит. О, уже удочки спутывает. Да. Пошел, пошел. Пошел. Это трофей. Однозначно. Однозначно. Опа! Охуеть! Блять! Охуеть! Он в лунку не проходит, в 150-ю. Блять! Блять! Ребята! Это пиздец, блять! Вот это, сука, рыбина! Это просто, блин, во! Рыбалка уже удалась, просто удалась. Вот это охренеть. Ловлю вот на такую штуку. Здесь еще какой-то бабской хреновины колокольчик бренчит. Удочки все-таки он мне не спутал, повезло. Блин, ну это просто я... Слов нет, ребята, нету слов, блин. Это просто сказка, песня. Теперь я отсюда хрен уйду. Хотя планировал. Вот. Все, заново заряжаю все. И буду сидеть дальше тюкать. Я уже даже что-то забыл, как правильно цеплять-то. Вот такая байда. Оба налима поймал на стук. Это просто у меня, блин, счастье. Просто вообще, блин, восторг. Все, продолжаем. Ну вот уже потихонечку начинает темнеть. Я перебрался уже в палатку. После того, как здесь клюнул трофей, ходил по лункам, стучал. Поймал еще одного такого с килограммчик налимчика. Это был третий. Я его раза с 5-го или с 6-го засек. Вот. Пока тишина, поставухи все молчат. Одну в палатке поставил.
так как мороз сильный, думаю, пускай лучше тут стоит. Лень было дырку сверлить, лунку. Сейчас перекушу, заправлю автономку, поддам газку, чтобы потеплее было. Хороший? Не. Ну есть. О, есть, но вообще там что-то какая-то труха сидит. Да, пешня нужна. Нужна, да? Ага. Нет, это не обрез. Ага. Малыш. Да. Причем он, походу, не так давно сел. Видишь, не заглотил даже. Да. Хвост засунул. Хвост засунул. Давай, подожди. Ага. Ага, с хвостом. Ага. Слезки брать. Ну, не бог весь такой, но результат. На улице сейчас минус 16. Здесь тоже есть. Тоже небольшой. Здесь лунка не замерзла практически. Такой же. Такой же. Даже меньше. Ну, в общем, у меня 3 загара. Сегодня, кстати, праздник. С праздником всех. 23 февраля. 3 загара. 2 небольших налимчика. Не клюет он, не клюет. Скорее всего, у него нерест. Может, я, конечно, ошибаюсь. Вот. Пойду греться. Руки уже отваливаются. Будем ждать, когда солнышко встанет. Часиков в 10 потеплеет, вылезу. Вытащил в палатке налимчика с той же лунки, где и гиганта. Поменял насадку сразу же. С 3-го или 4-го раза, в общем, зацепился. Вон малыш лежит. Вот. Дело пошло. С праздником всех. Вторая поклевка подряд. Небольшой. Оп. Вот. Блядь. Все на ту же побрякуху. Так.
партия корюшки пошла вниз. Ребята, народу просто тьма. Сижу в носочках, потеплело. Постелен коврик. Очень удобно. Рыбка вроде начинает просыпаться. Вокруг, блин, сверлят, крутят. Ну что, друзья, небольшой перекус. Вадим вскипятил мне водички. Сейчас отведаем домашнего супчика. Из натуральных продуктов. Выпьем в честь праздника. Вилка мне не нужна, своя есть. Мусор. По поводу мусора это отдельный разговор. На соседней площадке, где у Вадима стоит палатка, а после рыбаков такой свинарник. Побухали, пузыри за собой не убрали, банки из-под тушенки не убрали. В общем, свиньи. Вот. Все, варится наш домашний супчик. Это тоже нужно. Сейчас заварим чайку. И до завтра у нас все пойдет по плану. Завтра нам уезжать. Завтра пятница, 24-е. Завтра будем выдвигаться. Правда, не знаю примерно в какое время. Но это не важно. Сейчас будет, скорее всего, смена погоды. Со стороны берега идет туча. Ветер изменился. Теперь он мне дует прямо сюда. Вот. Так. Сахар. Сахар придется сыпать, наверное, на глаз. Не помню, брал я ложку или нет. Есть. Значит, не на глаз.
Все. Чай заварили. Суп сварили. Сейчас без 5:04. Я думаю, уже через часика-полтора народ начнет сваливать. Народу просто тьма. Очень много. Вот. Рыбу никто не ловит. Ребята на снегоходе приехали, они на всех 3 штуки поймали. Небольших. А я сегодня поймал, получается, 3 на жерлице, на поставушке, и 2 на стуколку. Так вот. Поймано у меня всего 8 рыбин. Один, конечно, вообще красавец, блин. Язык заплетается, когда начинаю про него говорить. Вчера столько эмоций было. Фрукты с грядки. Сейчас помоем. Ой, фрукты. Овощи, блядь. Да, разница какая. Что фрукты, что овощи. Тоже свои, с огорода. Дикси называется. Растет хорошо, но обходится дорого. Сейчас пообедаю и, наверное, посплю. Подожду, пока все разъедутся. А потом побегаю вечером по их лункам. Сверлить неохота. Да и куда здесь все сверлено, в общем. Насверлили здесь, в общем, везде. Везде, прям начиная от палаток и заканчивая в сторону и туда, и туда. Рыбаки, в общем, обленились настолько, что от лунки к лунке ездят на собаках, на снегоходах, гремят, шуршат. Подошел к концу второй день. День, конечно, такой же был морозный. Народа сегодня было просто очень много. Очень много. Но все разъехались. Остались ребята, там вроде бы 2 человек недалеко в палаточке. Остальные все разъехались. По улову, скажем так, но никто не ловил. Сегодня я поймал 2 в палатке, 2 подряд причем. И поймал 3 на жерлице. И все. Все, больше не было ничего. Вот Вадима сейчас в лунке, может, час назад, отцепился. Глухо. И вечером Вадим поймал одного небольшого на крюшиную удочку. Глухо-глухо. Погода сейчас вроде бы как меняется. Тучи нагнала. Ветер изменился. Вот надеяться, может быть, завтра что-нибудь начнет клевать. Ну, а не начнет, так не начнет. Поставлено у меня, получается, вот сейчас под вечер по лункам на сверлине я поставил 8 жерлиц. 1 в палатке вот стоит. Не знаю, может, попозже выйду 10-ю поставлю. Если не усну. Я уже поужинал. Сейчас
посижу, маленько поиграю в телефон и попробую уснуть.